Виктория, ты в эфирном пространстве. Я в каком-то, да, пространстве, и где такое эхо идет. Фамилия. Мгм. Мгм. Хорошо, Виктория, отсоединись от всех и всего. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Ольги. Оля. 1, 2, 3. Я вижу, что она с этого пространства, где я была, она вышла. И это пространство как какая-то туча под ногами. И такой, я вот зашла вот когда я погрузилась, я была в том портале. А портал как будто бы стеклянный такой сквозь эту а, тучу. И он Мгм. выглядит как рог. И почему-то считывается рог изобилия. И он тянется вот сюда, к сектору принятия решений, там как черный какой-то узел. И потом вот так сквозь ее все пространство выходит, вот так расширяется. Вот там, где я эхо и ее фамилию слышала. Мгм. Вот так, как пещера, заканчивается в секторе магии. И с этого портала как будто золотые копейки, такие монетки. Прямо слышу, как они звенят. Они просто сыпятся вот так. В секторе магии какие-то человекоподобные какие-то существа. Не считываются как люди. Ну, Мгм. такие. И как будто вот так лопатой берут, черными лопатами, и вот это золото, которое сыпется, а, вот так как-то Мгм. лопатами помогают в черный, там такая какая-то черная штука. Ам, Черная. Оно как камень твердое. Считывается камень. Мгм. Так, Хорошо, Виктория. Ладно, это посмотрим потом, пока да. отодвинь это. Позови эфирное тело Ольги. Да, она здесь, и почему-то она а, трубит, как будто бы звук какой-то идет в эту трубу. Она, энергосфера, вот так вытянута вверх, белая, светящаяся, светится. И вижу, что у нее под ногами она стоит, как будто на такой считывается вертушка, как площадочка маленькая, которая вот так крутится против часовой стрелки. И на уровне сердечной чакры идет такая стрелка черная, буквально стрелка, которая направляет ее вращение. Я ее прошу остановиться. Мгм. Она останавливается, и я вижу, что у нее правое бедро, вот такое впечатление, что его вот там что-то, как клин такой, пустота такая. То есть нога вот Мгм. так отставлена в сторону, и там такой, как клин, ну, как прорыв какой-то. Мгм. Вот. Так, я сейчас считаю ее эфирное ДНК. Мгм. Считай. Почему-то идет только ее фамилия, и не идет ее имя. Мгм. Фамилия почему-то она и связана с сектором магии. Мгм. И как будто бы, знаешь, бывает какая-то вещь попадет на мороз, и мороз таким, ну, обморозит все. Оледенение. Мгм. Такое, как снежинки. Оно такое черное. Вот. Мгм. Я вижу, что это она. Да. Мгм. Хорошо. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее.
она открыла рот, и у нее как изо рта такие черные бусики. Сначала поменьше, потом побольше, 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 и тянется в сектор интерферентов. В секторе интерферентов а, какая-то злобная штука, Мгм. как сейчас. Ну, какой-то эгрегор. Я ей передаю информацию, что она заказала сеанс, что она целостная личность, что ее Мгм. сознание, подсознание, ее дух и физическое тело — это все она, Ольга. Так, вижу, Мгм. что вот это считывается оледенение. Она как будто бы встает с постели, и я вижу, как эта энергия, как такой холодец в ее пространстве. Мгм. Он остается внизу, а она поднимается повыше и открывает глаза вот так. Раз, Мгм. открывает глаза, на верхние веки все черное, голова, где вот это все. Начинает говорить. Когда Мгм. она говорит, то идет такой красивый звук. Мгм. Так удивительно. Хм. И Щас. она такая сонная. Вот так, где вот по это светится вся. Сейчас энергосфера стала такая, как шар, и светится. А где вот от бровей, там ничего не видно. Там все затемнено. И вот эта серая туча под ногами, и вот этот рог, который уходит. Вот Мгм. я спросила, дает ли она согласие поработать с ней для нее. Она кивает головой. И вот эта черная программа ушла. Это вереница черных бусин. Бусин. Мгм. Да, вижу, что да, М. она говорит «разрешаю». И вот так, как огромную книгу расстилает между собой. Почему я сказала Мгм. между собой? Перед собой. Так, что это А за почему я книга? сказала между Почему? собой? Сейчас я Почему? посмотрю, Считай почему я... информацию, да, почему ты это сказала. Сейчас я зашла как сзади, смотрю Мгм. на эту книгу, и я вижу, что ее вот эта энергосфера, как этот внешний слой, Мгм. там такая черная фигура смотрит. И она считывается как дубляж, дубликат. Второе я. Поэтому я сказала. И получается так, что вот она одна стоит, так изнутри, смотрит на эту книгу, Мгм. а вот с внешней стороны, с этого ее шара, смотрит как сущность. Она была большая, так смотрит вот туда, куда она показывает взглядом в одну точку в этой книге, черная точка. И оно вот так держалось, 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 а потом начало вот так резко упала эта черная фигура и начала вот так крутиться и затаскивается в тот портал. А она рукой так хлоп по книге, Мгм. держит за хвост, словила за хвост, как мышу за хвост и держит. Мгм. Так, приказываю этой сущности назваться. Кто она такая? Так, она с хвостом. Я ей приказываю занять место в нашей а, карте ментальной. Мгм. И она сначала и перемещается в сектор магии. Мгм. Хорошо. Слышу, не хочу говорить фамилию,
Ее фамилию слышу на Мгм. этой серой штуке. Она выглядит как, похожа на мышь, ну, Мгм. головой вниз, потому что Оля ее держит за хвост. Там оно, я приказываю принять форму в соответствии с его эфирным ДНК. Оно бегает, крутится, Мгм. крутится, вот так вот крутится, бегает, и постоянно говорит фамилию. Я приказываю прекратить Приказывай. крутиться, да. Мгм. Приказываю ей становиться и отвечать. Кто она такая? Истину. Она вот так выдавливает из себя: "Штефани!" Мгм. Так, приказывает ей Штефани отвечать, что она делает в пространстве Ольги. Она говорит: "Кую". И вижу, что она вот так, как большой такой портал, который отходит от ее рук. Вот точно такой, как этот рог изобилия, только он идет, от ее рук, такие волны, в сторону, интерферента. Она говорит: "Кую", ну, ковать. Мгм. Говорит: "Кую рог изобилия". Так, а что это урок изобилия? Так, я ее там закрыла в Закрой. клетку Мгм. почему-то. И вижу, что этот рог выходит вот здесь из головы. Считывается черная подключка как, слабость. Сейчас. Ментальная слабость, слабоумие. Мгм. Черная такая, потом переходит в этот полое, такое сооружение, как рог. Вижу, что она там же тоже выглядит как мышь, серая. Мгм. Вот, и она там клепает, буквально вот как кует, как клепает. Стук такой даже идет. Мгм. Так, давай, Виктория, посмотрим, каким образом, где крючок и зацепка, каким образом Штефани это проникла в пространство Ольги. Я вижу, Ольга расстилает поверх этой сияющей книги, такой пласт, как будто бы это такое поле. Трава там, дорожка. И вижу, как идет такое соединение рук. Считывается как совокупление. Мгм. Так, что это было за событие, совокупление? Что происходило на физическом плане? Давай посмотрим, что происходило. Я слышу делиться и вижу лицо Ольги, и она с таким радостным, а, ну, считывается простодушное лицо. Мгм. Да, ну, каждый же судит сам по себе. Она отдает какую-то штуку, а это буквально вырывает у нее. Выглядит оно, вот, считывается как каменная плита. Мгм. И она вдруг разделяется там, где, Оля, и звучит ее фамилия. Эта плита как бы с ее стороны в ее пространстве, а за пространством, то есть где ее заканчивается внешний вид, ее пространство, М. граница внешняя, там оно сразу посерело, и вот этот дух, которого я видела, это он. Вот. Но он Мгм. проник как из интерферентов. То есть это не к человеку относится, а к духу, к программе, к программированию. М. Так, у нее оказывается вот эта серая часть. И у нее когти такие. И она на крысу похожа. А фамилию, она вот почему-то фамилию Оли, а эта фамилия ее, Олина, перекочевала на эту женщину, на эту Штефани. Мгм.
Так, а что это за плита такая каменная? Я слышу родовой договор. Мгм. Что это за договор? Давай, Виктория, подробнее посмотрим. Когда он появился впервые, что это? Я вижу, что от этого договора, там вот эта точка идет черная, уходит в Мгм. сектор интерферентов. И там со стороны Штефани, вот она своим когтем черным вот так шкребет, как будто бы хочет расцарапать. И я вижу, что там в секторе интерферентов находится такой круглый шар. Считывается кармическая зависимость. И в этом круглом черном шаре внутри кто-то сидит. Мгм. Давай посмотрим, кто там сидит. Я вижу, что считывается Штефани. Она там сидит, имеет вид такой огромной крысы с таким огромным, почему-то дикий хвост. Такой хвост. Ам, Мгм. Хвост это как признак дикости. Мгм. Дикости сознания, да. Понятно. Так, а что это за вот это круглый шар кармической зависимости? Сейчас я смотрю, где оно тянется, какое отношение это к Оле имеет. Я Мгм. вижу, что к нее это имеет вот эта подключка в пятую чакру через рот, когда вот эти штучки проявились, эти бусики, к этому договору. Мгм. И что-то еще. Сейчас куда-то я полетела, сейчас вернусь. Верность, Виктория. Это нога, правая нога. Там такой клин между прямо в этом суглобе. Даже я почувствовала там боль. Такой, Мгм. как этот, как будто бы металлическим клином туда, между костями, знаешь, Мгм. костьми. Вот. Так. Мгм. И Так. этот хвост тянется Мгм. еще ниже. И я вижу, что у Оли и у этой Штефани есть какой-то общая кармическая зависимость. Идет переброс энергий, перекачка энергий. Мгм. И Оля показывает на эту подключку, вот, которая считывается Штефани. И вот это ее слабоумие Мгм. заражает Олю. Идет совмещение этих энергий. Мгм. И вижу, я это сказала, а Оля вот так раз посмотрела на эту подключку, и как она только посмотрела, сразу ее энергосфера здесь вот так выдавила эту черную. Мгм. Оно моментально происходит. Хорошо. Так, Виктория, ты сказала, родовой договор у Ольги есть, связан с этими Да. вещами. Давай посмотрим, что это за договор. Так, я вижу в секторе принятия решений, как на такой площадке черной, приходит какая-то черная сущность, садится, как будто адвокат. Такое Мгм. впечатление. То есть вот так приходит и садится. А, и приводит, ее фамилию слышу. Мгм. Олю приводит, сияющая, как в такое пространство. Приводят ее, Так. толкают. У нее руки связаны, вот так спереди связаны руки. И кто-то берет и вот так за голову, и просто вот так, как в миску.
А там эта миска, это как какая-то штука, считывается чернильница. И в этот момент я вижу, как она пишет, как будто бы вот третьим глазом. Вот здесь. Отсюда вот Мгм. какая-то фигура получается, и она как будто бы что-то пишет. Я слышу контракт на раздор души. Раздор, да? Да, так звучит. Раздор. Имеет М. отношение, и пошла такая, как будто ее вот эта сияющая энергия э, начала течь в сектор магии. Мгм. Олина энергия. Как открылся такой портал. Вот он М. вот отсюда, вот так Мгм. потек туда. Так, вот эта сущность адвокату я приказываю проявиться в соответствии ее физической ДНК. Появилась в виде эфирного ДНК. Мгм. Что-то странное, такого существа я не видела, с хвостом с длинным, с черными крыльями, и как будто бы химера считывается. Мгм. Короче, странное существо с какими-то когтями, с клювом. Так, на физике я приказываю, кто При- это? Да, приказываю, кто проявлял эту химеру на физическом плане, приказываю ему проявиться в соответствии физической ДНК. Так, в секторе магии появляется какая-то круглолицая женщина с какими-то кучерями черными. Странно, как программа. Плоское лицо. Мгм. И она так раз, как дверцу эту маску приоткрыла и выглядывает. И называет фамилию Оли и Штефани, ее имя. Мгм. И говорит, мой потенциал, мой эгрегор, мое будущее. И идет отсыл вниз, такой огромный черный эгрегор, который котлован считывается, и там прям клокочет черная энергия внизу, а сверху как клокочет, все булькает там, и огонь. А, То есть тут Мгм. ад ее души. А когда я снимаю эту маску, то вижу, что там считывается труп, и вижу как скелет. Это человек, потерявший душу, утративший потенциал. Вот, то есть скелет, Мгм. что он обозначает? Чтобы... Считывается будущее. То есть ее будущее – это смерть, скелет. Мгм. Так, понятно. Так, хорошо. Давай посмотрим, Виктория, что это за контракт на раздор души. Что на физическом плане было событие? Вижу, как соединяются вот эти два пальца Оли и этой Штефани. Мгм. Ам, Считывается как общий интерес. Я Мгм. вижу, они открывают какую-то книгу и буквально что-то вычитывают. И в этот момент вижу, как у Оли появляется такой вихрь в седьмой чакре черный. Мгм. И ее буквально это все как пружина выдавливает вниз. Выдавила вниз под этот эгрегор, где-то крыса сидела Мгм. в секторе интерферентов, и Оля как будто бы стала вот так как на распорке, как эта сущность в секторе принятия решения, руки, Мгм. ноги вот так вот, как распорки, и внизу вот так это эфирная ДНК или часть сознания Оли, как будто стала и вот так
а ноги и руки как в позу, как будто упирается в этот шар. Мгм. Подключка идет вниз. Так, а что это за эгрегор? Я слышу эгрегор перевоплощений. И она с опаской и с ужасом смотрит вниз на ту подключку, которая идет у нее по позвоночнику, через голову, как Мгм. хвост вниз. А там я слышу какое-то ядро. Вот эта черная подключка, оно считывается как Мгм. ядро сознания. Так, Так, чья это подключка? Кто хозяин этой подключки? Приказываю проявить соответствие эфирным ДНК. появилась какая-то сущность, как будто бы рептилоид, который почему-то ползет между такими плотными пространствами, как в пещере, как будто бы. А, Мгм. Считывается как дикое сознание, людоед, Мгм. ненавистник добра. Вот эти энергии считываются. Да, это рептилоид. Я ему приказала проявиться. И он встал, как будто он человек с огромным хвостом и глазами, как у лягушки. Бум-бум, огромные глаза. Мгм. Так, приказываю этому рептилоиду отвечать, кто он такой. Он берет эту... и я сейчас хочу посмотреть, которую из. Мгм. Такая черная фигура. Это ее, это вторая сущность нашей Оли, которая вот смотрела. Мгм. Вот, то есть эти программы, скажем, программирование ее. Вот этот дубль, который стоял. Мгм. Да, да, да. То есть я вижу, что там произошло замещение. Ее часть переместилась в сектор магии. Ей заменила часть души этой Штефани. Вот. И Мгм. я прямо вижу это душа без духа у Штефани. И нашей Оли ее душа, как такая Мгм. матрица. А вот эта крыса, которая там копошилась вот в этой подключке, это как раз энергия Штефани, то есть произошло замещение. Мгм. Естественно, кармических ответственностей тоже произошло. Я слышу, что она украла потенциал, фамилию, то есть род, украла потенциал рода. Мгм. Вот. Так, хорошо, Виктория. Вот этот контракт. Я приказываю всем сторонам этого контракта проявиться согласно их эфирных ДНК и стать по старшинству. Так, проявился какой-то огромный спрут, то есть вот этот рептилоид, потом ниже спрут, какой-то Мгм. белый, и такая лапища у него движется. Это Мгм. черные глаза и подключен еще ниже пространство. Так, кто там ниже? Приказываем проявиться в соответствии его эфирным ДНК в его пространстве. Там какое-то пространство жужжит, какие-то эти, как искусственные мухи такие, эм, как роботы. Мгм. Летают туда-сюда, как пчелы такие, знаешь. Роботизированное сознание. А кто хозяин этого? Кто хозяин этого сознания, приказываем проявиться согласно эфирным ДНК в его пространстве. Вижу энергии, как что-то коричневое, ам, такое же, как существо, закрученное, вот такое. Мгм. Выглядит как это эгрегор, вот это, как этот рог. Имеет тоже это значение, как
забирать, хозяин этого всего. Так, хозяин этого всего, приказываем ему проявиться согласно эфир ДНК в его пространстве. Кто самый Э, главный? Мгм. Там как-то идет отрезано, и больше ничего нет. То есть я вижу, что как бы контрактов с, скажем так, с дьяволом, антимиром нет. Остались только проработать вот эти кармические зависимости Мгм. и проработать вот эти подключки к этим эгрегорам. Так, значит, Да. что вот это за рог, эгрегор, якобы изобилия? Как он Мгм. считывается? Как? Оно что-то как махинации или вот как-то какое-то слово а, трясти. Да, ну, одним словом, махинации какие-то. Мгм. Вот. И вижу, что это такая система энергетическая, как разломанная. То есть, вероятно, ну невероятно, я сейчас считаю, Мгм. нужно точно знать. Да, Мгм. там за этим пространством как будто не то, что как будто, а вообще нет подключек. Оно вот здесь закончилось. Мгм. Считывается все, энергетический баланс. И сейчас я хочу посмотреть, как оно. Теперь стало мне понятно. Вижу, что это выглядит вот так. А, как вот Оля вверху, она как ангел с крыльями, вот так Мгм. летит на месте. А здесь на плечах как ранец такой, как будто бы она мешок, как ранец одела. И вот это все как в этом мешке, и ее тело, ну, ноги, скажем так, Мгм. духовные, там заканчиваются, а мешок — это карма, вот там тянет ее вниз. То есть это ее личное пространство. Это вот Мгм. ее, я слышу координаты, ее координаты, да. Так, а как это координаты? Или это... Сейчас я посмотрю, что это Ага, такое посмотри. координаты. Мгм. И вдруг я увидела, как Вселенная вся расчерчена, как будто бы. Мгм. Я спросила, кем она расчерчена. Я слышу дьявола. И вижу, что идут такая система странных координат, которые идут вот так, параллельно, параллельно, параллельно. И вот так, параллельно, параллельно, параллельно. То есть я вижу, что вот в этом, скажем так, в пространстве этой матрицы Мгм. дьявольской, куда бы человек не пошел, он координаты не меняет. Он все равно в этом эгрегоре находится, в этих плоскостях. Мгм. То есть он может опуститься ниже, может опуститься выше, подняться выше, пойти вот туда, пойти сюда. Но суть небольшая. И вижу почему. Потому что в секторе магии ее энергия, вот так и звучит ее Мгм. фамилия, которую она отдала свою душу этой Штефани. Мгм. И это, когда я посмотрела на этого, скажем так, частицу души, и она говорит, что Штефани ее погребает. То есть Штефани уходит вниз, потому Мгм. что она отгребает назад. Ну, карму никто ж не отменял. Мгм. Вот. А так как она поменялась энергиями с ам, Писали? Олей, да, то Мгм. получается, что и часть души тащится с собой. Это Мгм. механизм переброса кармы. А почему это произошло? Вот я слышу участие. Как? Участие.
в А что? прошлых Мгм. делах. Надо Так, смотреть на контракт. да. Ну, уже все понятно Мгм. стало. Да. Подумай, отсоединяйся от этих ситуаций, подумай, если выше, Да, Виктория. да, да. Я вышла и Мгм. вижу, как Оля вот так расстилает эту книгу. Мгм. Давай посмотрим, на что она согласилась. Условия контракта. Она вот так берет, одевает, и вижу такое впечатление, что кусок какого-то спрута на себя. И говорит, что она согласилась одеть на себя маразм. Мгм. Ну, и Так. имеется в виду вот эта подключка этой. а, Эти Понимаешь, как программы. происходит? Происходит так, что ее фамилия звучит и там, и там. То есть произошло как совмещение энергии. Мгм. Как И замещение, копирование. и Мгм. совмещение, да. Мгм. И Так, ну я что когда еще? подумала, что же, ну как же это, и слышу буквально отодрать. То есть и вижу, как оно, эта черная энергия, как смола прицепилась, а Мгм. ее нужно большой силой отдирать. И Оля это хочет. Я вижу, как она руки вот так. Это ее будущее, она это сделает. Мгм. Так, на что еще согласилась Оля в этом контракте? А я вижу эти подключки, и вот эта нога, как М. ударенная. И Мгм. когда я это увидела, в секторе магии вдруг появился такой рой мух, а у меня температура поднялась, я прямо вся горю. А там такой, как шабаш какой-то. Это как в банке каких-то вот это, я приказываю им замолчать, замораживаю их всех. И Мгм. они вот так вот Приказываю все в молчать. банке плоские стали. И что интересно, все стали в одну позу. Руки, ноги в растопырку и какие-то крылышки. И только смотрят друг на друга, и такие носы длинные. Так. Мгм. Комариные. И, ну да, вампирские, да. Мгм. Так, это второй мух. И я вижу, что их там несколько, по-моему, трое, и держат, там, Олю. Они ее держат. Это такая же ситуация, как в секторе принятия решений. Они ее Мгм. держат втроем. Я слышу, что это как союз. Да, этот Сергей, там, Штефани и еще одна. Анна, по-моему. Так, понятно с этим. Так, контракт. Отдала маразм, то есть одела маразм, что отдала Ольга в этом контракте. Я вижу, она каждому из них, дает частицу души. Каждому. Троим, такие как трафареты. Мгм. А считывается оно сейчас как электричество, способность жить. Мгм. И я Понятно. посмотрела, вот смотрю, это дух ее остался в ней, а это как центр Вселенной считывается. Мгм. Вот тут золотой Дух, такой этот дух, дух жизни. дух Мгм. жизни. А от него такая золотая идет, как проводочек, в эту систему, где в эту банку. И потом она в заложниках у них, Мгм. троих. А от этого ее духа исходит каждому из них, оно считывается так, что в каждую клеточку, потому что каждая клеточка ее
вот этого божественного сознания, которое она отдала, оно Мгм. вот так имеет в себе вот эту как частицу духа, и поэтому они так и считываются живучие. Мгм. Они бы Подпитываются. уже, да, теперь понятно, они бы по конам кармы, эти колдуны, уже бы умерли давным-давно и очистили бы землю, если бы люди не соглашались отдавать им свою энергию. Мгм. Так, понятно. Так, Виктория, посмотри, где по ментальной карте, где этот решение Ольги. И я вижу, как она берет вот эту, как книгу или вот это каменное что-то, да? Это Мгм. считывается как книга, какая-то общая книга. И она берет этой книгой и вот этого, что крутился все время, Мгм. бьет, отрывает эту подключку и вот так хватает свою энергию. И вот этот рог, который типа изобилия называется, Мгм. вот, а она как считывается как кормящая. Они ее как матку М. используют. Дует. Типа. Доят, да, да, да. Понятно. Мгм. Так, хорошо. Видит Ольга этот контракт, ее решение. Видит. Мгм. Так, рациональная Ольга хочет отказаться, расторгнуть все контракты с ними. Пусть она зайдет в ее сознание в тот момент, когда она приняла то решение, и отменит это решение, расторгнет контракт. Так, интересно, у нее появляется огромный меч, то есть решимость это все отменить. Она Мгм. поднимается вверх по такому вот туннелю, вот как она была закручена, а сейчас она вот так вверх выкручивается, поднимается с этого туннеля, и такой звук пошел, гул такой. И вижу, как эта огромная конструкция, этот рог изобилия загудел и оторвался от Оли. И она отрывает, я ей передаю, чтобы она приказывала всем этим М. колдунам забирать их Руками. воздействие, Мгм. и чтобы она вернула все частицы ее души. Я вижу, что она этот ранец снимает Мгм. и вот так вытаскивает изо рта эту штуку, эти бусики черные, говорит колдовская ложь. А эта Штефани там лежит с какими-то выпученными глазами, и это ей в рот, это, э, ну, эти Мгм. бусики идут. Вот, и вместе поднимается Оля вверх, а вместе с ней и Штефани вверх поднимается в ее Мгм. пространстве, вот так, где ноги, ее энергии. Я спрашиваю Оли, видит ли она, что в ее пространстве есть чужеродные энергии. Пусть она обратится к своему высшему я, к первоисточнику жизни, и восстановит коды своего духа, своего эфирного ДНК Мгм. по конам священной вселенной. И пусть выталкивает все, наполняется светом, и такой яркий-яркий жгучий свет наполняет все ее пространство. И вот эта вся черная энергия отпадает. Я передаю, Мгм. что это ее сила, чтобы она забрала всю ее энергию. Я вижу, Да. как золотая эта энергия, это как раз Мгм. и есть энергия духа. Мгм. И она собралась вот так в какую-то кучку, Мгм. а эти стоят с лопатами. Я им говорю, что они нарушили коны священной вселенной. Они Мгм. обязаны вернуть все украденное и получить карму за всю их ложь, за все их воздействие. Они тычут на нее пальцы, на Олю, и показывает на эту черную тучу, которая у нее есть еще над головой, и кричат: "Она сама, она сама!" И я им передаю, что
она тогда решила, а сейчас она решила по-другому. И я вижу, как у нее из головы падает огромная крыса. Вот это серая. М. Да, просто как мертвая. А хвост у нее как-то еще крутится здесь. Я передаю Оле, чтобы она нашла ту Полностью. подключку, да, Все зацепки, все и решения отменит все. вижу, она вот так пальцы в растопырке держит. Оля наш. У нее на каждом пальце такие черные кольца, и отсюда идут такие к этой мыши или крыске, такие, знаешь, подтяжки какие. А Оля вот так руками делает. Так, что Сейчас это за кольца? я слышу договора. И от каждого кольца идет такой подключка в сектор интерферента. Мгм. Так, что, какое первое было кольцо? Самое первое кольцо было. Какой Вот первый это самый договор? показывает. Вот Мгм. это. Так, что это было за событие, когда был этот договор заключен? Что это за договор? Так, какая-то странная картина. Вижу, что а, со стороны высшего я Оля прилетела, но похожа на какую-то птицу, Мгм. как будто сова. На... Вот как будто сова прилетела Так. и опустилась. То есть она сначала двигалась как ангел с крыльями, а потом такое стало серое пространство, и как она просто вошла в него и сразу превратилась в такое вот, как в какую-то хищную птицу. Да, М. это сова. В сову превратилась почему-то. И вот так когтями шух, а, что-то словила. Вот там портал открытый в секторе интерферентов. И она так, знаешь, как мышей ловит. Так шух, Мгм. словила. Так. Точно она мышь словила. Мгм. А что это было? Да, Сейчас я что это поговорю с ее обозначает? высшим я. Что это Мгм. означает? Она говорит, взяла эту мышь и говорит, мое мнение. Берет эту мышь, переносит в сектор интерферентов, и эта мышь начинает там шкварчать. Превращается в такую, как в пепел черный. И потом она вот так сделала. Мгм. И показывает на тот эгрегор, где она стоит там, как будто бы в позе руки-ноги в растопырку, как будто бы хочет ну, поддерживает этот контур. Вот. М. Я ее спрашиваю, когда она попала впервые. Я вижу, что она читает эту большую книгу, вот так читает, и Мгм. там раз довела палец до этой точки черной. Так, что это было за Говорит, событие? Мгм. вхождение в пространство. Говорит, вхождение в пространство духа тьмы. Заходит в такое это серое пространство, как в Мгм. лес, как будто бы она хищная птица. Я ей говорю, чтобы она показала, кем она была тогда. Мгм. А она показывает такую девушку и говорит жрица. А девушка похожа, ну, просто такая сияющая фигура. Так Мгм. идет, как будто бы по лесу идет. Мгм. Так, и с кем она заключила договор? Что это? Где это событие? На физике? Или оно не на физике было? Я вижу, что эта девушка в лесу, Мгм.
она что-то делает. Так, Она что она делает? она сделала пентаграмму. Нарисовала вокруг себя такое кольцо. Мгм. И нарисовала звезду. Вот эта звезда, она символизирует как это распятие. Верхняя — это голова, потом руки, как ноги, Мгм. в этом кольце. Она нарисовала. Она делает какой-то ритуал. Она как будто бы сделала посередине этого костер, который почему-то считывается костер, но выглядит как потухший костер и черный пепел везде. И такие вот, как такая, как, ну, если бы, например, я делала юрту, то я бы Мгм. поставила или там в шалаш какой-то, поставила бы, сделала бы такой, как пирамидку, а потом бы чем-то обтянула, да. И Мгм. это вот такие палочки какие-то черные посередине этого кольца. Вот, считывается как Мгм. костер. Костер души. Вот он. Вот. Я вижу, что там еще 3 какие-то фигуры сидят. Мгм. Так, что это за фигуры? На физическом плане Не считывается вот эта не троица. считать. Ага. Вот эти. Да, понятно. Вот. И Оля вот так показывает, левую руку. В левой руке такой красный портал открывается. И я вижу, у них ритуал посвящения. Там такой этот уголек. И они делают какой-то ритуал, они угольком, прижигают вот сюда руку, Мгм. а потом я вижу, как они себе на лоб, как будто бы уголек, ну, он как будто приклеился к руке, и они себе к лбу. Это делает, Мгм. там пошло замещение всех энергий. Слышу Анна, вижу, нет, это же Оля, имя Анна. Ага, уже переброс пошел там. Пошло смещение этих энергий. Короче, Мгм. э, считывается как космический дефект. Мгм. Это было очень как-то давно, Мгм. очень давно. Я Так. вижу, что М. они какие-то делали, и вокруг них образовался такой шар черный, Мгм. и там как будто бы волки, а, вот так как они воют, как они гавкают вокруг. Какой-то начинается жуткий, вот как что-то вот такое закрутилось. Потом эта птица, которая хватает это все. Мгм. Так, что Сейчас я вижу, она вот так это все сделала и потом разложила. Стоит в центре и разложила вот так одну какую-то штуку, как ленточка. Она так раз, 2, 3. Она разворачивается. Такой клубочек и только развернулся. Получилась такая дорожка. Мгм. Она говорит вот так: "Я, ты, им, мы вместе", говорит одно целое. Мгм. Так, и в этот момент я слышу, как, будто что-то разбилось, и в этот момент, ее душа вот так как разбилась на такие части, как осколки. И эти 3 берут, которые вокруг сидели, Мгм. и сразу в рот берут, как золото, знаешь, пробуют на зуб. Мгм. Вот. И сразу, все уходят, как просачиваются сквозь землю.
Понятно. Вот. Так, на что согласилась Ольга в этом ритуале? Я вижу сейчас ее как высшее проявление ее души. И вижу, Мгм. что она вот как эта родина-мать, которая стоит там и зовет. Ам, Она вот так голова повернулась в сторону первоисточника, и она такой призыв зовет. И показывает, вот так показывает. И говорит масштабирование, то есть увеличить масштабирование. Мгм. А что она такое делает? Идет такой смысл, что нужно как бы это все довести до какого-то целостного восприятия. То есть оно вот это, что там где-то там вот так это колотится, должно вот так вырасти и обрести такую целостную форму, ну, дойти до кондиции. Мгм. А А что что должно дойти до кондиции? она говорит извращение. Мгм. Так, а с какой целью э, ждать, чтобы оно дошло до кондиции? Оно само бы не дошло. Мгм. Я вижу, что оно затягивало, затягивало. Это как черная дыра, в которую падали и падали и падали, и выхода обратно не было. Мгм. А она это как такие предложения, ее предложения. То есть она предлагает, то есть это ее выбор, она выбирает буквально погрузиться в эту тьму. Мгм. Она говорит, что разбиться, раздробиться. Мгм. Ага. Буквально показывает этих троих, которым она отдала эту золотую энергию, Мгм. а потом как Мгм. забирает обратно и показывает, что вот этот ранец, этот мешок, который буквально это ее уже стал опыт, она просто его снимает, он утилизируется, а везде, вот так, в ее пространстве, я слышу, остаются сигналы. Сигналы. Так, что это за сигналы? Она вот так показывает, говорит: разум, сигналы разума, обретение будущего и показывает на Мгм. сектор первоисточника. С опытом связано. Да, она говорит развлечение. Мгм. Способность различать добро и зло. Мгм. То есть сигнальная система вырабатывается, которая предупреждает. Я слышу о насилии. Мгм. Иммунитет. Мгм. Да. Так, хорошо. Вот этот ритуал, в котором она участвует, и контракт, э, в этом что был за контракт? Кто всем приказывая всем, кто в этом ритуале участвовал, в этом контракте, приказываем всем проявить согласно их эфирных ДНК и встать по старшинству. Я вижу, что все те трое приходят из сектора магии, они выглядят как черти, как оборотни. Почему-то у них как шкура какая-то на голову одета, и Мгм. хвосты такие. Мгм. Ам, Также они считываются как химеры. Вот. И вижу, что Оля а,
с кем-то там конкретно. Она с этим спрутом подписывает контракт, она стучится, разрешение. То есть я вижу, что такое впечатление, что она там, какое ей тело хотела, такое и брала. Что это да, это очень давно было, то есть, когда еще была разрешена материализация. Мгм. Так, а вот эта троица, как она выглядела там? Ну, то, что я сказала, они как оборотни М, все Как втроем. оборотни? Вот эти, да, химеры, Мгм. Мгм. как искусственный интеллект. То есть это рожденные без духа. Жуть какая-то. Так, и на Да, что такого она еще никогда не мгм. видела. Что она со Спрутом подписывает контракт? На что она с ним там? Там Т спрут– это матрица смерти, и этот спрут вырастает из, скажем так, где вторая чакра у этого ангела, Мгм. Люцифера? этого черного, да, Мгм. стоит он, и он стоит как с топориком, с таким, как палка такая, а внизу такой М. топорик, как будто бы он опирается на него. И Мгм. я вижу, что он выделывает так, стоит спокойно, а потом вдруг начинает какие-то чудеса вырабатывать, ну, выделывать эти кренделя этой палкой. Мгм. Местный Шаолинь. Мгм. Так, давай посмотрим контракт, на что условия, м, условия этого контракта. Так, я вижу, что она стучится в то пространство, и уже несколько раз видела, как она Мгм. соглашается, как где ее вот седьмая чакра одевается такой, считывается купол, такое кольцо черное, которое вот вдавливается внутрь и образуется с ее же энергией такой купол, который вот так энергию перенаправляет вообще в обратную сторону. И это связано с тем кручением ее энергосферы Мгм. в противоположную сторону. И вот эти все импланты. И вот это, как я слышу, дружба. То есть она обнимается со всеми этими втроем. И я ей показываю, хочет ли она вот, да, отменить то Мгм. событие. Этот И я ритуал. вижу, Мгм. да, как она вот так этой палочкой какой-то разгребает этот черный костер. Появляется такой, как в обратном порядке все идет. Появляется зола такая серая, потом Мгм. появляется огонь, потом появляется хищная птица. Она считывается один раз, да, она как будто ночная птица, как будто она сова такая. И Мгм. я вижу, как она вот так держит в лапах эту троицу, этих троих, а потом она раз, и все прокручивается сейчас назад. Мгм. И тут она уже эта девушка, как фея, то жрица считывалась, когда она это делала, а когда вышла в то пространство, то она фея, и тут раз назад опять, и она встала как ого, не ожидала такое услышать. Считывается ангел света. Мгм. Вполне так То есть все прошло вот так чуть-чуть назад. правдоподобно. Мгм. Да, назад. И, она вошла в тот до того периода, когда у нее вот это, что она как будто застолбенела, как будто бы в памятник такой превратилась, как это Родина-мать. Все эти памятники, они все тоже идея такая застолбить, внимание, завязать и заморозить ситуацию вот, с помощью этих памятников. Это как Мгм. триггеры такие. И вот она снимает вот эти черные глаза, вытаскивает. Это рот, который она
Мгм. это все делает. И вижу, все это от нее отпадает. И вот она пришла и села. Вся в таком сияющем пространстве, такая вся сияющая, села и что-то пишет. Мгм. Почему-то на арфе. Она играет, у нее такая арфа, и она перебирает струны, и такая музыка красивая звучит. Мгм. Она муза. Уже второй раз я услышала, что она муза любви, гармонии, да. Мгм. Так, хорошо. Пусть она приказывает этой троице, этим всем интерферентам, магам, насильникам забирать ихними руками все ихние воздействия, ложь, насилие, ихние энергии. Запрещает вторгаться в ее пространство, забирает, призывает все ее частички души, потенциал, энергию обратно к ней. Все это просеивает через сито, чтобы к ней попало только согласно ее эфирному ДНК. Все остальное на аннигиляцию. Что Мгм. она сделала? Она своей рукой, вот из сектора миссии, достала этот, вырвала этот писюн у этого дьявола, а он у него как рог пустой. Она Мгм. его так выдрала, так сделала. И все, что там было, вот эти все, которые поприцеплялись, они все вылетели оттуда. Мгм. И она пришла туда, где я видела в секторе принятия решений, и принесла вот это, этот рог изобилия. Он вот так встал, она его как выдула, он был длинный такой, протягивался от, как пиндер, знаешь, от этого Мгм. сатаны, скажем так, от источника зла, прямо в сектор будущего. И она это выдрала, продула, это все выпало оттуда, взаимодействие выпало, и Мгм. превратилась в такой шар. И она с этим шаром пришла вот в ту ситуацию, где ее там приволокли и держали там, и головой стучали. Мгм. И вот оно что, когда они вот стукнули, образовался такой этот портал. А сейчас и вот эта энергия вышла из нее и стала как силовым полем для антимира. Вот этим, как рогом изобилия, то есть этот механизм отбора энергии. Вот. Мгм. И я вижу, как она вот эту энергию держит, как доказательство. Я слышу доказательство. А в секторе миссии она так радуется, такие радостные энергии. Она доказательство принесла. Я слышу своей невиновности. Мгм. И говорит, что как-то я так думаю, ее решение. Так здорово. Так, и я смотрю, что она пишет уже не лбом, а рукой. Она Мгм. написала, и такие черные энергии вот так разделились. Вот она пишет, как будто бы черным пишет, а такие сияющие энергии отделяются и становятся таким листом, а черные отпадают. И я смотрю, а этот Сатанаил стоит там, а у него там, где была вторая чакра и где рос этот спрут, вот оно что, чей спрут. А там дыра такая, спрута нет. И она снимает этот мешок, Мгм. говорит, кармическая зависимость, и отбирает у этих троих, как будто медали снимает с них, вот так. Вот, они все переходят, эти энергии отсюда, расторгает с каждым из них, а, пишет увольнение. Контракты расторгает с этими. Мгм. Анна, вот этот
Сергей, мужчина, да, и вот это. Фелис. И я ей говорю, чтобы она у всех отобрала все свои энергии. Но контракт у нее с 3 в Мгм. этом контракте. Я их 3 вижу. Вот. И она отбирает, и я вижу, как они начинают сыпаться, как будто вот Химеры эти химеры, они рассыпаются, знаешь, как будто они стояли, а потом эти скелеты вот так прямо в этот в портал прах. в Мгм. прах превращаются. Я вижу, как этот костер, как ветром сдуло, только шух, и исчезло. Все Мгм. исчезло. И она поднимается вверх, снимает с головы такую штуку, и как клюв такой длинный, как маска, Мгм. и выбрасывает и говорит: "Я притворилась козлом". Понятно, хорошо. И, вышла Так. в это Ага. светлое пространство, где сектор Мгм. миссии, и вот так руками шух. Какая-то волшебница у нас. Мгм. Так, Виктория, Повела, и все закрылось. И вот это все черное, все закрылось. Мгм. И она со мной говорит, м, и приглашает меня и говорит: "Пойдем, я тебе покажу". А я говорю, что я не могу, я работаю. Мгм. Вот. Мгм. Давай посмотрим, Виктория. У нее были еще договора на эти кольца на пальцах. Сейчас она вот так делает, так тш. У нее такой палец этот. Э, и на этом пальце у нее нет этого кольца. Мгм. Я ее спрашиваю, зачем она это делает. Она показывает, что вот этих еще 3 остались. Мгм. Они как кастет, Кастет. Мгм. кастеты, да. Я ей, говорю, что ее рациональная часть, а, хочет Хочет. освободиться полностью, потому что время пришло. И Мгм. ее рациональная часть хочет отделиться полностью от, антимира и полностью забрать всю ее энергию, радость, гармонию, все ее счастье, всю ее душу и расторгнуть все контракты с антимиром. Жалко. Еще не готова. Мгм. Понятно. Я спросила, почему, Мгм. а она показывает, что в ней еще есть сознание упыря. И я вижу, как она борется с ним, как она его буквально как калашматит. И я передаю информацию, что ее рациональная часть, а она показывает, Мгм. говорит, что проблема с ее рациональной частью. Мгм. Понятно. Так. Она говорит, я спросила, что передать рациональной части. Мгм. Она говорит, откажись. А чего? Говорит, откажись убивать упыря. Я спрашиваю, а что делать? Она говорит, займись собой. И показывает, что это направление убивать упыря, то есть искать в себе вот эти изъяны, копаться в этом. Это вот длительная борьба. Мгм. И говорит, я нашла короткий путь. И показывает вот на этот свет, который льется от первоисточника. Мгм. И передает, Постигать. наполняйся истинным светом. Постигать Говорит, добро. Мгм. брось. Да. Говорит вот так, брось. Ну, вот этого упыря брось. Мгм. И я вижу, как ее подсознательная часть снимает эти кольца. Говорит, это не мое.
Мгм. И показывает вот так. Говорит: "Я свет". Вот так Здорово. снова показывает, как будто крыльями. Говорит: "Я все". Говорит: "Я целостная гармония". И когда она говорит, я слышу вот эти, переливы, такой музыки, как на арфе играет. Так тр-тр-тр. Здорово, наверное, Виктория. Да, так красиво. Жаль, нельзя передать. Ну ладно, такое не передашь, наверное. Добро. Хорошо, Виктория. Тогда все вместе поднимаемся максимально вверх. Посмотри сейчас, Да. как выглядит Оля. А она со мной очень много говорит. Говорит: "Я себя нашла". Мгм. Говорит: "Я себя освободила", и делает работу. То есть там много чего еще есть, что делать. Я ей передаю алгоритм очищения от, источника света. И я ей говорю: "Я тебе покажу". Хм. Так. Да, мы все отсюда. Вот. Там Мгм. просто, ты знаешь, оно так выглядит, как будто вот такое все сияющее, а оттуда такая нежная река течет. И она как-то и туда, и обратно течет одновременно. А мы Мгм. все оттуда. А вот этот источник, оно такое впечатление, что вот я дальше еще иду дальше, как такая гора, как будто бы. Но все такое белое, сияющее. И такая вода течет. Хм. Вода жизни. И мы берем так и пьем. А когда мы взяли в рот и сделали вот так, а, а, Распылили. в ту Мгм. сторону и распылили эту воду. И когда это сделалось, эти капли, так как пар, как этот самый, и там начинают такие цветы расти, расцветают во все стороны. Вот так как будто бы такие, знаешь, с одного центра во все стороны цветы. Как будто бы Мгм. корешок в центре, а они вот так наружу. Фрактальная. Да, так Мгм. красиво. И я Мгм. слышу, что это распространение света. Так, хорошо, Виктория. Мгм. Так, как ты считаешь, по аспектам нужно пройтись? Ну, я не знаю, М, все та аспекты, я думаю, все М. раскрыто, потому что все аспекты это как какие-то детали. Самое важное, вот причина всегда одна. Мгм. Ну хорошо, давай один аспект посмотрим. Вот этот, у нее красное пятно на лбу, которое не прошло. Что это обозначает? Это вот этот эм, что контракт был, я вижу, как бум, бум. И я слышу, Мгм. что этот сеанс положил конец. Эгрегору вот этой злобной зависти. М. Здорово. Ну, вот этот вот, что типа рок изобилия, это же интересно, да. Мгм. Это, знаешь, оно все связано, потому что эти программы вампирические, они вмещают в себе весь спектр этих программ, и одно без второго не решает, ну, не работает. То есть оно все запускается как, колесо, одно второе. И сейчас, а, да, и я слышу, что она, очистила, вот ее фамилию Мгм. от загрязнения. И показывает, и говорит, руки у нее такие М. сияющие, говорит, что вернула рукам творческий потенциал. И когда она это говорит, у нее в руках полно такой, как будто бы они полные. Мгм. Ну,
чего-то, такие шары, знаешь? Наполненность. Мгм. Так, и я ей Так. говорю, чтобы она полностью очистила ее пространство физического тела от всех чипов, имплантов, программ, чтобы она очистила свой разум и наполнялась истинным знанием о истинных конах Вселенной и выбрасывала, отсоединялась от этого чужеродного разума, чтобы она очищала все пространство. Мгм. Подключка к левой ноге пробивается, к большому пальцу, к этому меридиану. Мгм. Хорошо. Это нехорошо, а наоборот плохо. Пробивается? Чужеродная Да, со энергия? стороны магии, да, да. Так, кто там Я ей передаю. кто там в секторе магии Крыса, находится? крыса. Приказываем эти крысы убирать все ее воздействия, абсолютно все. Приказываем, чтобы она все ее воздействие, ложь забирала ее руками. Я Запрещаем ей передаю, вторгаться. что она нарушила коны Вселенной, и Мгм. пусть все ее эфирное ДНК, всю ее мертвую энергию забирает к ней же, и она вот так тащит, а Мгм. подключка шла через левую ногу к правой, и она вот так это через ее пространство вот тащит и вытащила, как будто бы этот был привязан на такую копейку, такой диск золотой Ага. какой-то. И этот диск вот раз только и закрыл тот портал в секторе интерферента. А Оля видит, что он какой-то двухмерный. Он сверху как будто бы золотой, а когда она начинает смотреть на него, он становится черный и разделился вот так. Золотой Мгм. туда, черный в сектор интерферента. И закрылись два портала. Здорово. Отлично. Оба, да, то есть разделились вот Мгм. так. И вдруг вижу, как Оля взмахивает крыльями и летит. Она вылетела с этого пространства. Мгм. А, И снова нас зовет. А я говорю нет, что у нас есть здесь работа. А она как будто хочет туда зайти. Родиться снова. А я ей показываю, говорю, так мы рождены уже. Видишь, как оно работает? Заботиться и о себе, и о нас. А я говорю, мы Мгм. рождены уже. И она вот так выходит через такое какое-то облако Мгм. плотное. И оно Это ее там так, сейчас я посмотрю, что это она такое делает. Посмотри, Виктория. Ее там так стискивает очень сильно. Так. Знаешь, Что на что это это за похоже? процесс? Это, Выжимают? знаешь, я когда-то машину так мыла, заехала в такую эту штуку, и там Мгм. эти все крутились и мыли, так мыли, мыли, Мгм. мыли, мыли. И так ее там крутит и моет. Так. И после И этого ш она выходит и такая вся, знаешь, как омытая росой. На ней Мгм. такие сияют, такие вот всякие, как радуга, разноцветные. И она так смотрит на себя, и она такая прозрачная стала. Такая, знаешь, ну точно как бриллиант вот так сияет всеми цветами радуги. Здорово. Вот это переродилась, да? Да. И говорит снова, что она уничтожила эгрегор смерти. Мгм. С этой завистью связан. Да, да. Ну, это один и тот же. Оно М. все, это как Мгм. разные механизмы одного или Мгм. разные детали Мгм. одного механизма. Я проверяю всю эту конструкцию, которую я видела, передаю еще, чтобы она забрала все ее энергии
и отправляем все на аннигиляцию, передаю ей, чтобы она почистила все ее пространство. И Мгм. все эти эгрегоры, они стали такие пустые, как сдутые шарики. И говорю ей, чтобы она вот этот сам механизм этих эгрегоров, этот каркас этого рога изобилия, Мгм. на самом деле эгрегора ну, потерь, да, чтобы она уничтожила, чтобы никто не мог никогда воспользоваться им. И в этот момент она как стукнет ногой, именно правой ногой, по этому костру в то время. И Мгм. все вот так вдребезги. И такой свет пошел на весь этот лес с этого портала. И образовался такой шар, вышел изнутри. И вернулся ей вот сюда, в третий глаз. Я ей передаю, чтобы она вернула только то, что генетически соответствует ее эфирному ДНК. Мгм. А, и она говорит восстановление сигнализации. И снова вижу эти, которые как там заблестит, там, то есть эти сигналы о приближении врага. Мгм. И да, ситуация сигнализирует. И вижу, что она повернута, вот как и должно быть, лицом к первоисточнику. То есть она видит перспективу, знает, куда идти. Так, хорошо. Пусть Да, она приведет ее физическое тело согласно ее эфирным ДНК, исправит шейный отдел, восстановит циркуляцию и сосуды, гармонизирует согласно эфирной ее чистой ДНК. Пусть она это сделает. она это Уши. делает Мгм. и говорит, что он придет и как будто такой, знаешь, как судейский молоток, бум, Мгм. огромный. Говорит, он придет и все рассудит. Хорошо. Так. Все она гармонизирует, Виктория. Там у него был жужжание в левом ухе. Это Да, я ей передаю, чтобы она убрала все эти импланты. Это следствие этих всех, этого контракта. контрактов. Мгм. Да, Пусть она проверит, да. Досконально да, проверить ее на всех уровнях, очистить полностью от всех чужеродных программ, имплантов, подключек, всех на всех уровнях, во всех временах полностью отправить все чужеродное на аннигиляцию и наполниться ее энергией жизни. я вижу, что почему у нее жужжание. Она как будто бы вот так ухо прикладывает левое, чтобы прикладывала, скажем так, Мгм. Прикладывал. Мгм. как к земле, чтобы слушать вот этот отголосок этого антимира. Ну, по-нашему, по-научному эзотерическое мышление, да, эзотерические Мгм. практики, вот эта магия — это уход от реальности. А сейчас она вот так берет, так как прозрачную муху какую-то, и выбрасывает. Это в костер летит эта муха, все исчезает. Мгм. Вот. Так, у нее был там какой-то клин в правом бедре. Все это дело она убрала уже? Да, я вижу, уходит эта конструкция, как по позвоночнику это все на голове эта штука. У нее еще и на голове, как вот откуда идут эти тотемные животные, да, увлечение эзотерическое. Это тоже делать Мгм. нельзя. Как будто бы на ней вот еще сейчас, я посмотрела, такой шлейф, как хвост по позвоночнику, а сверху как будто бы, знаешь, одевают такие маски какого-то животного. Она это все снимает, и ее такие энергии, как колючки такие, все выталкивает. Мгм. Я ей передаю, чтобы она вытолкнула все чужеродное, все чипы, импланты, подключки.
полностью восстановила целостность всех ее Мгм. систем, здоровье абсолютное ее и молодость, гармонию физического тела, всех эфирных тел, ее духовного тела, во всех ее измерениях, временах. Мгм. Хорошо, пусть Ольга подготовится, наполнится энергией, все это сделает, и мы войдем в тот момент, когда она все это сделала. На счет 3. 1, 2, 3. Да, она это все сделала и написала в этой книге. И эту светящуюся книгу, уже этой черной точки нет, и она вот Мгм. так ее сложила и взяла и пошла вот в сторону М. будущего первоисточника. Мгм. Ну, хорошо. Нам вернула поцелуй воздушный. Мгм. Я ей Здорово. передаю, чтобы она сохраняла Спасибо. свою целостность. Мгм. Да, потому что я вижу, как какая-то вот эта энергия как отделилась от нее. Я ей передаю, чтобы она это посмотрела, чтобы не Мгм. разбрасывалась своими энергиями. Потому что я всегда вижу, как вот так делают, знаешь, Мгм. а, благодарят. Да, я передаю ей, чтобы она сохраняла свою целостность и целостность Вселенной. Мгм. Ну, все хорошо. Отлично. Спроси тогда у Ольги, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, она говорит, что мы все сделали, и у нее много работы. Она как Мгм. будто бы окно вот так моет в своем пространстве. Ну, здорово. Да. Мгм. Хорошо. Прощаемся Мгм. тогда с Ольгой. Да. Виктория, отсоединяйся от всех и всего.